место диких животных в природе. Но иногда случается так, что жизнь детеныша дикого животного оказывается в руках человека. Так случилось с котенком Манула, мама которого неудачно сделала гнездо в заброшенном железном вагоне. Когда вагон перевезли в другое место для ремонта, мать Мануленка, испугавшись, убежала в лес. Котенок остался один, через 2 суток его приютили люди. Малыш попал в семью к Вадиму и Ольге Кирилюк. Кличку дали по названию горы, рядом с которой он родился, Даша Будлановна. У котенка было обезвоживание, поэтому первое время отпаивали физраствором из шприца. Понемногу перешли на молоко. Постепенно Даша научилась сама сосать из детской соски. После еды ей массировали животик, как это в природе делает мама-кошка. И укладывали спать в импровизированное логово из картонной коробки. Поправившись, котенок начал есть специальную смесь и в 1,5 месяца получил свежее мясо. Даша быстро освоилась в доме. Научилась сама карабкаться на диван. На ночь шла спать в логово. Гнездо маленького Манула днем переносили в зал, а вечером в спальню. В 1,5 месяца у Даши поменялся цвет глаз с голубого на желтый. А выражение мордочки стало более суровым. В июне Даша впервые попала на природу, в этом возрасте в дикой природе манулы выводят малышей из гнезда. Нужно учить мануленка жить в дикой природе. Сначала она боялась и постоянно подбегала к приемным родителям, но потом немного освоилась. Даша очень любила точить коготки. Но у манулов когти большие, острые и даже в месячном возрасте котята не умеют их прятать. При ходьбе когти цокали по полу, а если Даша хотела по ногам забраться к маме, ноги покрывались царапинами. Когда Даша отталкивала или притягивала руки с бутылочкой молока, тоже оставались царапины. С туалетом тоже все получилось не сразу. Сначала устраивала туалет то за шкафом или в домашних тапочках. К 2-месячному возрасту поняла, что ходить в туалет нужно в лоток с песком. А подсмотрев за кошками, стала все закапывать за собой. Дома помимо Даши жили еще 2 кошки и кот. Сначала дружба с ними у маленького Манула не складывалась, кошки чуяли ее дикий запах и шипели в ответ. Кошка Муся первая приняла Дашу и позволила спать рядом с ней в кресле. Рос Мануленок очень своенравным. Ласку Даша принимала только от приемной мамы. Чем старше Дарья становилась, тем больше дичала и предпочитала одиночество. Перестала спать с родителями, все чаще сидела у окна, наблюдая за жизнью на улице. Просила еду вежливо, посасывая подушечку ладони. Или, услышав, что что-то достают из холодильника, бежала, вставала на задние лапы, упрашивая поделиться кусочком мяса. Когда исполнилось 4 месяца, Даша уже стало мало прогулок у дома. Она сделала гнездо в поленнице, а оставшись дома в одиночестве, жаловалась и яв-вав-вав. С каждым днем молодой Манул становился все более самостоятельным, все чаще не переносил ограничения свободы и злился. В дикой природе в этом возрасте манулы обычно покидают гнездо и уходят в самостоятельную жизнь. Но во время зимовки больше половины из них погибает. Надо было что-то решать с будущим Даши. В зоопарк ее отдавать не хотели, так как изначально планировали отпустить на свободу. Дома держать уже тоже становилось опасно. Было решено отвезти ее на кордон Даурского заповедника, район, где обитают манулы. Первый раз оказавшись на свободе, Даша убежала в лес, но ее вернули, чтобы она не потерялась и привыкла к своему новому логову. Круглые сутки молодая кошечка исследовала территорию, к вечеру возвращалась на кормежку. В 3 месяца в природе мама начинает водить малышей по окрестностям, сменяя убежище. Детеныши учатся затаиваться, подкрадываться тихо к добыче, нападать и убивать. Это основные навыки для выживания. Даша развивала эти навыки, гоняясь за кошками, играя с людьми, подкрадываясь и напрыгивая на кролика. Даша с детства проявляла звериный нрав, рычала на чужаков, если вступался родитель, ему тоже доставалось. Через 5 дней жизни на кордоне Даше удалось поймать маленькую пищуху. Для этого ей пришлось посидеть у норы в засаде. Пришло понимание, что только прыжками и погоней пропитания не добыть, нужна сдержанность и выжидание. В тот же день ей удалось поймать и взрослую пищуху, хоть и не без помощи человека, выпустившего в нужный момент жертву из приоткрытой живоловки.
За неделю кошечка освоила территорию кордона, нашла хорошее убежище, получила первый охотничий опыт. На кордон привезли кошку Тимку. Даша, уступая кошке в ловкости и прыгучести, брала свое терпением и настойчивостью. Чувствуя себя на кордоне хозяйкой, усердно зарывала Тимкины туалеты. Даша настойчиво, но без агрессии, вытесняла Тимку со своей территории. Кошка отвечала урчанием и оплеухами. Кошачья родня так и не приняла мануленка в свою семью. За ограду выходить Даша не решалась, все еще ощущая привязанность к семье, также оставалась любопытной и игривой. Время шло, а Дарья как будто боялась покидать свое гнездо, хотя уже в природе кошечки ее возраста жили самостоятельной жизнью. К сентябрю Даша набрала 2 килограмма. Все чаще Манул смотрела на горы и однажды ушла. Она выбрала жизнь на свободе. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.